Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. В прошлых роликах я выпускал доработку своей струбцины F-образной, вот такой вот металлической. Многим эта тема зашла, но хотел бы продолжить и дополнить ее еще одним очень важным функционалом, который поможет в огромном количестве мест. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Но для сегодняшней нам идеи нужно будет полоса 20 мм шириной, толщиной это, наверное, двойка или тройка. Также кусок 32 трубы. От полосы мы сейчас отрежем два куска по 100 мм. Теперь в ширину самой пластины отрежем два куска от 32 трубы. По итогу получились у нас два таких отрезка. Прям, конечно, не сильно идеально ровные, но стараюсь сделать поровнее. Теперь берем нашу пластину, выставляем вот таким вот макаром. И у меня есть вот такой самодельный зажимчик, я магнитный держатель делал. Он нам сейчас как раз пригодится, чтобы у нас никуда не укатилось. То есть вот так это будет сейчас выглядеть. Сейчас это все будем обваривать. Пока занимаюсь сварочными делами, немножко отвлеку вас. Друзья, если вы не знаете, с чего начать строительство своего дома, или хотите узнать о этапах стройки, то я вас хочу познакомить с Александром Дубовенко, основателем компании Goodwood. Друзья, всем привет! С вами канал Goodwood, Александр Дубовенко. Александр на своем YouTube-канале рассказывает, как построить надежный дом из дерева и камня с нуля. Этот объект индивидуальный, 2 этажа. Расскажет все о строительных материалах, которые стоит использовать при строительстве и ремонте дома. Из его видеороликов вы узнаете, как обустроить дом в современном дизайне. Здесь очень нравится кухня, она, как и во многих домах, черная и с большим-большим широким окном над столешницей. На канале много выпусков о новейших технологиях строительства в Америке и Европе. Мы находимся в Голландии. Расскажет вам, как устроен строительный бизнес в России. У нас 99% жителей, они приехали из квартир. Они вообще не понимают, что такое дом на земле. Александр часто встречается с знаменитыми бизнесменами, архитекторами и строителями. А из чего вы строите дом? Это дом по каркасной технологии, энергоэффективный дом. Так как здесь есть газ, решили все-таки топиться газом, но сделать так, чтобы уложиться в 1000 рублей при отоплении газа. Также встречается с людьми, которые живут в загородных домах, чтобы узнать об их опыте. Насчет пожароопасности деревянного дома. Слушайте все внимательно. Друзья, в общем, на YouTube-канале Goodwood вы найдете всю полезную информацию о строительстве деревянных и каменных домов. И я вам рекомендую подписаться на Александра прямо сейчас по ссылочке в описании под роликом. Подписывайтесь и передавайте огромный привет от меня. Друзья, ну мы с вами продолжаем. Получились вот такие вот у меня две заготовочки. Я их немножко на гриндере прошел, убрал сварочные швы. Теперь осталось зачистить вот эту поверхность. Зачищаю все при помощи шкаралового диска. Так, зачистили. Теперь я сейчас все это обезжирю вот таким вот универсальным обезжиривателем. Хорошо наносится и быстро выветривается. Теперь возьму кусок наждачки, разорву напополам, чтобы получилось два кусочка. Беру обычный суперклей, наношу наши заготовки и хорошенько прижимаю наждачку. Со второй поступаю аналогично. Наши самоделки уже полностью готовы. Можно сделать таких 4, 6, 8 штук. Они вам всегда пригодятся, поверьте, всегда будут под рукой. Для чего же все-таки это сделано? Вот берем мы обычные деревяшки, да, запильные под 45 градусов. Обычной струбциной мы никаким образом это не сможем затянуть. Как бы мы ни ставили, у нас она будет выскакивать. И в угол, если без саморезов, без ничего, мы не закрепим. Теперь же что получается? Берем, выставляем на одном уровне центр. Я на пятерке на бруске показываю. Прижимаем все это дело струбциной. За счет наждачной бумаги вообще никуда не денется. Можно, конечно, без нее сделать, но наждачка держит очень хорошо. Аналогично поступаем и с другой стороны. Также выставил. По центру прижали каждую из сторон. Теперь выставляем ровненько угол. Берем еще одну струбцинку, заводим и зажимаем. Подравниваем, если нужно, если необходимо. По итогу получаем прочное и надежное соединение, то есть которое можно проклеить. Я имею в виду, что это чисто для клея. Но не только на 90 градусов можно сделать, еще и другие углы. Даже вот такой вот угол, как его стянуть, кроме как если не такими стяжечками. Все так же делаем по аналогии. Здесь немножко просто сместилось, так, чтобы она попадала вот. Также все вставляем и начинаем затягивать.
Подравниваем, как нам нужно, и тянем. Все, угол у нас на месте, никуда не денется. Можно склеивать. А почему я наждачную бумагу сделал? Потому что, чтобы не скользило, я вот в процессе работы уже понял, что надо проварить было и здесь. Потому что начал тянуть, и у меня начало ее вырывать. То есть наждачная бумага здесь очень хорошо работает. Также этой приспособой можно как вот затянуть также, если нету никаких приспособлений. То есть нам также поможет наши стяжечки. Выставляем их с двух сторон. Также затягиваем струбциной. Но я не буду по центру тут выставлять, просто покажу как пример. Теперь берем две струбцины, выставляем одну сюда и одну сюда. То есть хорошо можно сейчас продемонстрировать, что затягивается. Вот так вот. Все, никуда угол точно не денется. Все хорошо затянуто. Ну, можно дотянуть там, если необходимо. Но, как видите, здесь просто она немножко доска кривая. И на излом также все это хорошо держится. Вот немножко повернул, да, повернуть можно. И то это я не затягивал до конца. Я не знаю, может еще где-то, конечно, можно использовать. Я думаю, также можно здесь поставить доску, чтобы стягивать между собой. Ну, тут проще, конечно, когда здесь одна. Можно одной струбциной большой стянуть. Друзья, в общем, у нас получилась вот такая вот самоделка. Я думаю, очень полезная. Самое главное, легко исполняется и делается, да? Легко можно повторить, сделать себе несколько штук, и пускай они лежат. Но если у вас есть мнение, как доработать эту самоделку, обязательно пишите ваше мнение, комментарий, я обязательно прочту и отвечу на него. Вам я хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Не забывайте про полезные ссылочки в описании под роликом. Переходите, подписывайтесь на канал Александра. Ну еще раз вам огромное спасибо. Всем вам крепкого здоровья, любви, удачи и до новых встреч. Пока-пока.